В мае прошлого года один обычный инвестор заработал более 7 миллионов, купив монету Pepe всего на $260, но проходит один год, и история повторяется только уже с другими мемкоинами, как, например, заработок $1,6 миллионов на монете Dogwish Head, 1,2 миллиона на токене Pandora, $3 миллиона за 12 минут с помощью Slurv и, конечно же, рекордные $32 миллиона на самой обсуждаемой монете BOM. Сейчас рынок крипты захватили мемкоины, которые показывают просто сумасшедшие проценты роста и за считанные часы делают обычных людей миллионерами. И, конечно, самым ярким мемкоином стал именно токен BOM, потому что за такой короткий промежуток времени он из обычной монеты на сети Solana с нулевой капитализацией превратился в золотую жилу и был залистен на самые топовые биржи, включая Binance. А также BOM хватило буквально пару дней, чтобы поднять капитализацию выше $1 миллиарда. Но неужели каждый из нас может просто купить любой мемкоин на $100 и завтра проснуться настоящим миллионером? А это, друзья, вы узнаете сегодня в видео, потому что мы для вас подготовили большой ролик, где от А до Я разберем, что такое мемкоины на самом деле. Я на живых примерах покажу вам, как создаются такие проекты, каким образом разработчики манипулируют их ценой, почему популярные биржи активно продвигают мемкоины, какие токены стоит покупать, а также вы узнаете, как вас обманывают на инвестициях в мемкоины. Это видео, как всегда, выходит только благодаря вам, потому что под прошлым роликом вы уже набрали 1500 лайков. Ребята, за это вам огромное спасибо. А если вы желаете, чтобы мы продолжали разбирать мемкоины и в целом интересные монеты с маленькой капитализацией в наших новых видео, давайте не будем изменять нашим традициям, а также наберем 1500 лайков. Вам заранее спасибо за поддержку и приятного просмотра, ведь вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, пока биткоин всеми силами пытается вернуться выше важной поддержки на уровне $70 тысяч, рынок захватили мемкоины, которые фиксируют по 20, 50, 100 и даже 1000% роста буквально за день, из-за чего мемкоины явно будут на слуху на этой неделе. Но кроме шумихи вокруг мемкоинов, на этой неделе нас будут ждать важные криптособытия, как, например, конференция Avalanche, обновление сети Cosmos, брифинг SEC против Ripple и многие другие. А чтобы узнать четкие даты этих событий и получить вот такой календарь, переходите в наш телеграм-канал, там мы уже выложили этот пост, и все наши подписчики заранее знают, к чему стоит готовиться в ближайшее время, так что подписывайтесь и 24/7 оставайтесь в курсе всех событий. Но если зайти на любой сайт, который отслеживает котировки различных монет, как, например, CoinMarketCap, то в разделе «Популярные», а также во вкладке «Лидеры роста» сложно не заметить, что здесь находятся почти одни мемы, такие как BOM, Pepe, Dogwish Head и многие другие. И что самое интересное, это их проценты роста, которые составляют не менее 50% за день. Такой памп дает нам представление о том, что сейчас наблюдается очень большой ажиотаж на мемкоины. И, конечно же, ярким примером будет новая монета BOM, которая всего за пару дней после запуска взлетела на 2000%. Причем на выходных капитализация даже превышала $1 миллиард, что позволило этому мем-токену ворваться в топ-100 криптовалют. Но почему монета, у которой нет ни своего блокчейна, ни экосистемы, ни внутренней стоимости и вообще ничего, смогла вырасти и поднять капитализацию выше $1 миллиарда? На самом деле для этого понадобилось две вещи, а именно активная реклама, а также листинг на популярных биржах, таких как Binance и Bybit. Еще до запуска на предпродажах BOM собрал 10 тысяч Solana. Это примерно $1,5 миллиона, потому что проект запустил активную рекламную кампанию. Наверняка вы видели десятки новостей, в которых писали, что на рынке появился новый мемкоин, его цена стремительно летит вверх, торговые объемы бьют все рекорды и так далее. А еще эту монету сравнивали с токеном Pepe, который взрывал рынок мемкоинов год назад. Это, конечно же, вызвало нереальное фомо у инвесторов, и они начали его покупать. А уже после того, как в эту игру вошли крупные биржи, BOM сразу же улетел на 2000% вверх. И можно сказать, что именно BOM запустил весь этот хайп вокруг мемов, который мы наблюдаем в последние дни, потому что после этого на рынке стало появляться все больше новых токенов, а старые, такие как тот же Pepe или
или DocWizHead, вернули себе популярность и выросли на 30% за день. И чтобы вы понимали, ажиотаж поднялся до такого уровня, что за последние 3 дня инвесторы отправили $100 миллионов в мемкоины на этапе предпродаж. То есть по факту эти монеты еще даже не появились на рынке. А еще вы можете заметить, как поисковой запрос мемкоины в Google поднялся до самого высокого уровня за всю историю. Это чем-то мне напоминает хайп вокруг NFT, которые набирали популярность в 2021 и в 2022 году. Но поскольку мемкоин BOM и многие другие новые монеты запустили на блокчейне Solana, это стало очень положительным катализатором для ее цены. Ведь она уверенно пробила $200 и заняла 4-е место в рейтинге, обогнав BNB. Последние данные говорят о том, что за счет этих мемов Solana собрала $3,2 миллиона комиссионных за 24 часа, побив рекорд 2021 года в размере 300 тысяч. Также мы можем увидеть огромный рост торговых объемов на DEX-биржах, которые работают на Solana. Ведь именно на этих биржах изначально торгуются все мемкоины. В этом месяце DEX-биржи зафиксировали объем торгов в размере $30 миллиардов. Это в 10 раз больше, чем год назад. А еще по данным DeFi Lama, общий объем торгов Solana превзошел объем торгов Ethereum более чем на $1 миллиард. Вот поэтому ее цена и выросла на 50% за неделю. Но в то время, пока Solana и мемы продолжали расти на этих выходных, большинство альтов наоборот падали вместе с биткоином. Вот только даже это не помешало заработать участникам подписки Coin22 Pro за счет того, что наши аналитики вовремя предоставили шорт-сделку по монете Polygon, где были указаны лучшие точки входа и на которые участники Pro заработали от 70% профита. Да, для многих новичков кажется странным, что на падении можно зарабатывать, но благодаря нашему подробному обучению на старте вы сможете не только зарабатывать на падении, но еще научитесь самостоятельно открывать любые сделки. Самое главное в трейдинге — это практика. Вот поэтому уже с первых дней вы будете открывать сделки совместно с нашими специалистами. Также помимо торговли мы поможем вам собрать прибыльный спотовый портфель, чтобы получать профит на долгосрочной основе. Дополнительно на всех этапах работы у вас будет сопровождение, а также поддержка, которая в любое время готова ответить на все ваши вопросы. Сейчас рынок предоставляет отличную возможность для заработка даже на падении, поэтому если вы не желаете упускать свою потенциальную прибыль, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и наши менеджеры отправят вам всю необходимую информацию. Как я говорил в начале, мемкоины действительно будут на слуху на этой неделе, но неужели так просто можно купить какую-нибудь монету с фоткой собачки и стать тем самым миллионером из новостей? Ну конечно же нет. И поэтому давайте я подробно расскажу, что на самом деле представляют из себя мемкоины и стоит ли в них вообще инвестировать свои деньги. Во-первых, 99,9% всех мемтокенов — это полнейший мусор, который запускают на известных блокчейнах, как например Ethereum, BNB и в последнее время набирает популярности Solana, а создание таких монет занимает не более 5 минут, причем каждый из вас может начеканить себе триллионы собственных монет, используя специальный сайт Remix. Самое важное, над чем реально работают создатели мемкоинов, это реклама, ведь чем больше инвесторов узнает о новой монете, тем больше денег достанется разработчикам. И здесь могу сказать, что маркетологи BOM вполне заслуженно получают свою зарплату, ведь не каждый сможет запустить такую масштабную рекламную кампанию, чтобы о твоем проекте говорили буквально из каждого утюга. Да, друзья, если вы думаете, что новостные крипто-СМИ публикуют только те новости, которые они хотят, это не совсем так. Основной источник заработка больших медиаресурсов — это реклама, которая находится у них на сайтах. Но только заработок от нее совсем небольшой. А вот отдельная статья с рекламой того или иного проекта может принести очень хорошие деньги. И что самое интересное, в таких статьях не просто пишут: есть такой-то проект и у него новая интересная монета. Это все происходит максимально нативно. Суть в том, что все инвесторы хотят найти перспективную монету. И вот такие статьи, в которых пишут, что мемкоины набирают обороты, торговые объемы растут, а крупные киты покупают на миллионы долларов, является лучшей рекламой. И вероятность того, что инвестор пойдет покупать монету после таких новостей, очень высокая. Именно по такой схеме работали создатели Pepe. Ведь год назад не было ни единого сайта с криптоновостями, который пропустил бы этот мемкоин. Понятно, что не прям каждая статья проплачивается. Речь идет о начальном этапе рекламной кампании, ведь дальше мелкие СМИ сами подхватывают эти новости. Таким образом, реклама помогает запустить первую волну предпродаж, когда токены еще не торгуются на биржах. И как я говорил ранее, инвесторы уже отправили более $100 миллионов в разные мемкоины на Solana, которые ждут своего запуска. Но не забываем, что вся эта реклама необходима не для того, чтобы заработали мы с вами, а для того,
чтобы заработали разработчики. А принцип их заработка также максимально простой, ведь изначально всегда 100% монет находятся именно у разработчиков, из-за чего они могут делать с ними все что угодно, но что самое главное, это контролировать их цену. Да, разработчики покупают монеты сами у себя, и большие кошельки создают активность на рынке, что привлекает внимание уже обычных инвесторов. Вот только потом эти монеты начинают сливать на хаях, то есть по факту разработчики создают один большой пузырь, который специально накачивают, а уже после того, как цена выросла на сотни процентов вверх, разработчики начинают постепенно фиксировать свою прибыль. И здесь идеально подходит пример с Pepe, потому что летом разработчики в наглую обманули всех инвесторов и сказали, что их ограбили на 15 миллионов долларов, когда с основного адреса Pepe вывели 16 триллионов монет. 24 августа в блокчейне Ethereum был замечен странный перевод 16 триллионов Pepe из кошелька с мультиподписью на такие биржи, как Binance, OKEX, KuCoin и Bybit. Об этом сообщил сам основатель в Твиттере, который якобы обвинил 3 бывших участников проекта в том, что они без его ведома вошли в DEX кошелек и затем вывели средства. В кошельке с мультиподписью необходимо, чтобы все участники одобрили перевод, прежде чем он сможет быть выполнен. Но в случае с Pepe для подтверждения транзакций потребовалось 3 из 4 подписей. Конечно, мы могли бы посочувствовать главному создателю Pepe, но все эти оправдания звучали как полный бред. Ведь если кошелек требует 4 подписи, то даже без одной транзакции не пройдет. И согласитесь, максимально странно, что украли только 60% запасов Pepe, а еще 10 миллионов долларов оставили, хотя могли спокойно забрать и продать. Но понятно, что все эти манипуляции провели сами разработчики, которые вывели монеты для продажи. После этих новостей цена монеты упала на 50%, хотя если брать уровень после листинга на биржах, то и все 80%. И вряд ли бы Pepe смог вырасти, если бы не вся эта шумиха вокруг мемкоинов. Это наглядный пример, который происходит с 99% всех таких монет. Проблема мемкоинов в том, что они очень подвержены манипулированию, ведь, например, если взять токен Floki, то вы увидите, что более 70% всех монет находится только у 10 холдеров, и любые покупки или продажи будут легко влиять на цену. Также разработчики прекрасно знают, когда пройдет листинг их монет на популярных биржах, из-за чего на этом зарабатывают. Например, один кит за день до того, как стало известно, что BOM появится на Binance, вывел с биржи 2,3 миллиона долларов и купил 314 миллионов монет BOM. И кстати, вы, наверное, спросите, а почему такие биржи, как Binance, пропускают эти ненадежные монеты? Во-первых, начнем с того, как зарабатывают биржи. Они получают комиссию за совершение сделок на платформе. А когда популярная биржа видит, что у BOM более миллиарда долларов торгового объема, для них это просто золотая жила, чтобы залистить монету себе на платформу и заработать миллионы долларов на комиссии. Не думайте, что биржи святые. И даже если такие монеты есть на Binance, это не является гарантией надежности. И кстати, именно после той покупки 314 миллионов монет BOM, Binance обвинили в инсайдерской торговле, хотя биржа заявила, что она не имеет к этому никакого отношения, и сообщила, что заплатит 100 тысяч долларов тому, кто сможет доказать, что она покупала эти токены. Но даже несмотря на то, что хайп вокруг BOM немного снизился из-за падения цены на 40% за день, другие проекты пытаются повторить его успех. Сейчас вы можете заметить, как проект Milady привлекает 18 миллионов долларов на предпродажах, DogWizHead постит новость о том, что их NFT продали за 4,3 миллиона долларов, а новая монета Dogecoin 20 собирает 2 миллиона долларов. И конечно, это работает как замкнутый круг, в котором зарабатывают только создатели, ведь инвесторы покупают на хаях, а после падения цены продают монеты тем же создателям. Как только хайп возрождается, они снова продают на максимальных уровнях, и это продолжается до тех пор, пока интерес к монете не пропадет, а как только он пропадает, они просто создают новую крипту. Вот поэтому лично я в мемы не инвестирую, ведь это самые рискованные монеты на рынке, которые можно придумать. И единственные мемкоины, которые были у меня в портфеле ранее, это Dogecoin, а также Shiba. Они хотя бы давно на рынке. А также у Доги есть небольшая поддержка от Илона Маска. Что касается других монет, это настоящий темный лес, где с вероятностью 90% вы потеряете свои деньги. Так что перед тем, как их покупать, заранее будьте готовы к тому, что ваши инвестиции могут не только вырасти, но и просто исчезнуть, причем за пару часов. Но если вы прям не хотите упускать рост мемкоинов, то можете выделить ту сумму, которую вы на 100% готовы потерять, и распределить ее среди самых популярных мемкоинов. И если один из них вырастет на
100%, вы сможете получить профит. Вот только не забывайте, что другие монеты, наоборот, могут упасть на 90% вниз. На самом деле на рынке есть много других интересных базовых монет, которые работают в разных направлениях, как, например, токены на базе ИИ, которые также сейчас набирают большую популярность и очень хорошо растут. Я покупаю именно такие, но при этом все равно не забываю, что альты должны занимать не более 10% от моего портфеля, чего и вам рекомендую. Надеюсь, это видео было для вас полезным, ведь я рассказал важные вещи, которых многие из вас наверняка даже не знали. Поэтому нам будет очень приятно, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал и нажмете колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также в комментариях вы можете задать любые вопросы, на которые мы обязательно ответим. Всем спасибо за просмотр, желаю вам удачи, до скорых встреч!